Всем привет! Сейчас мы полетим над Балбоа-Айленд. Это вот такие симпатичные здесь домики на первой линии. Главное в пальму не врезаться. Видите, как здесь узенько. Давайте я лучше чуть правее от пальм полечу. Да. И покажу вам домики. Вот такие на первой линии. Я уже погуляла, вам показала. Пальмы понасажают же пальм, да? Вот не проехать, не пройти. Это я лечу на высоте всего 7 метров в сторону центрального пирса на Балбоа. Вот такие вот симпатичные домики. Такой вот роскошный, шикарный, просто шикарный песчаный пляж. Просто сказочное место, мне здесь очень нравится, я здесь с удовольствием куплю себе дачу. Только единственное, что тут надо выбрать, либо здесь надо покупать, либо в том месте, где яхту можно припарковать. Ну, вообще меня укачивает, не знаю, нужна ли мне эта яхта. Вот такие вот симпатичные домики, смотрите. Все такие аккуратненькие, красивые. Так, звук вроде пишет. Самое опасное, это, конечно, не вписаться в пальму. Вот. Посмотрю, потом скажу, сколько здесь стоят домики. Мне даже самой интересно. Это вот везде, видите, волейбольные площадки. Везде вход на пляж бесплатный. Пройти к пляжу могут все. Это такая вот велосипедно-пешеходная дорожка вдоль океана. Вот такая вот красота тут. Что-то он у меня приподнялся. Вот. Так, здесь красивенько. Но место, конечно, очень красивое, очень. Даже не знаю, что тут прокомментировать, потому что тут еще скажешь? Красота, она и в Африке красота. Наверное, просто потом музыку вставлю, будете музыку слушать и все. Так, тут волейбольные площадки, домики. Домики. У домиков, конечно, территория маленькая, но здесь смысл в другом. Здесь земля, конечно, самая большая стоимость здесь это именно земля. Вот мы приподнимемся немножечко. А вон яхты, и там домики. Помните, мы переплыли на пароме. Это вот центральный пляж, мы его проезжали. Там домики уже с причалами для яхт. Такое все как игрушечное. Класс, конечно. Когда на это все смотришь, такое умиротворение. Кстати, не знаю, почему Алекс Брежнев не взял с собой дроны. Я на самом деле ждала, что он снимет Крым с дрона. Интересно было посмотреть. Видимо, в России запрещены полеты для иностранцев, а он именно иностранец. Потому что то, что я посмотрела, когда я буду в Москве, возьму с собой дрон в пределах МКАД. Якобы нельзя, но там штраф 3000. Разберемся. Ай, как красивенько. Ой, сказка. Сказка, сказка. Ой. Эх, красиво как. Красиво, правда? Давайте над яхтами полетаем.
Восторг. Восторг, конечно. Восторг. Такие яхточки, все в яхточках. Бедные американцы, да? Бедные несчастные американцы. Вынуждены на яхтах передвигаться. Главное тут не уронить мой несчастный дрон. А вот здесь, вот видите, вот эти дома, они с причалами для яхт. Так, опять у меня слабый сигнал. Чего тебе не нравится? Ну что у тебя слабый сигнал? Ты недалеко улетел, всего 2,5 километра. Что тут не нравится ему? Вот посмотри, а. Так, все, мы потеряли сигнал. Дрон не подключен, прекрасно. Нажимаем возврат домой. Сейчас еще потеряет дрон. И не посмотрите мою прекрасную запись. Зона с ограничением высоты. Окей. А дрон-то мне покажите. Отключись ты. Отключись. Вот, понимаете, вот отмена. Нужно отменять возврат домой, потому что он поднимает на 100 метров. Надо было мне изменить в настройках. Давайте сразу изменим, да, максимальная высота 148. А, он у меня в зону вообще аэропорта влетел. Так. Я хочу развернуть его немножко, чтобы показать вам домики с причалами. Давайте мы на них посмотрим, полетим обратно. Вот они, такие дома, они прям с причалами. Не дали мне долететь до тех домиков. Что-то тут сигнал слабый. Кстати, я прям над водой. Если он упадет, то, к сожалению, я больше его уже не найду. Вот, смотрите. Тут лучше видно на этих домиках, да? Сейчас, наверное, опять у меня потеряет сигнал. Вот так вот тут красивенько. А, и тут сигнала нету опять. Ну вот, смотрите, видно, да? То есть у каждого дома свой причал. Так, пульт у меня теперь потерял сигнал. Ладно, придется мне возвращаться. Что-то он меня как-то не очень хочет. Да поняла я, что здесь уже зона предупреждения. Что ж такое-то, а? Тихо-тихо, отменить возврат. Как нажать отменить возврат? Тут выше нельзя подниматься. Бестолковый дрон. Ладно, полечу я обратно, от греха подальше. Лечу обратно. Вот это вот самый главный пирс на Балбоа. Вот домики с причалами. Красиво, правда? Игрушечные такие. В конце пирса находится ресторан. Очень, кстати, хороший. Будете, сходите обязательно. Вот он, этот пирс. Тут народ расслабляется, отдыхает. Сегодня воскресенье, почему бы и нет. Все цивильно, чистенько, культурненько. Сейчас людей попугаем, да? Давайте попугаем людей. Вот
Так вот, главное, с никакой птицей не столкнуться и с другим дроном. Вот так вот тут битком, как сельди в бочке, практически как в Анапе. Шучу, конечно. Вот будка спасателя. Ну-ка еще пониже спустимся. Главное, на голову никому не сесть, да? Так, 5 метров. Ниже не буду спускаться. А вот наши домики. Красивые. Такие везде дорожки есть к пляжу. Кто не хочет идти по песку, можно по дорожке пройти. То есть, видите, места хватит всем. Я лечу на высоте всего 8 метров. Вдоль такой вот красоты. Я приблизилась слишком к пальмам, да? Так, надо отойти от пальм. Сказочно, конечно, красиво. Сказочно красиво. Сейчас долечу, покажу вам школу, поднимусь повыше, покажу, как это все выглядит сверху. О, куда у меня полетел? Куда-то у меня полетел. А вон вдалеке видно Ньюпорт-Бич. Это там видно больница Хоак, где я рожала ребенка. Красиво как. А это вон я сижу. Давайте мы сейчас тут пролетим. Рукой вам помашу. Это я была. А это вот детская площадка. Смотрите. Вот так она выглядит сверху. Для детишек. Даже не знаю, куда моя дочка ушла. А вот это вот так выглядит начальная школа 1934 года постройки сверху. Вот она, это все начальная школа. Вот она. Такая красивая. Давайте мы приподнимемся, чтобы вам ее показать. Это вот школа. Такая школа начальная. Начальная школа здесь до 5 класса. 6 идет, 6 по 8 средняя школа. Видите, у них есть детская площадка. Вот такое вот большое здание достаточно. Это Ньюпорт, да, Elementary там было написано. Кто помнит? Давайте мы покажем, как это все выглядит сверху. Вот это вот Балбоа, яхточки. Такая вот сказка здесь. Ну-ка, давайте тут посмотрим. Здесь вот таки близко. Я думаю, что здесь сигнал не будет уходить. По крайней мере, надеюсь на это. Тут, кстати, аэропорт. Я лечу очень низко. Прям самолеты видно. Но предупреждений пока нет особых. Так, сколько у меня там? 40% осталось. Скоро уже полечу обратно. Сейчас я покажу. Видите, вот. Так, не знаю, насколько тут реально спуститься ниже. Эти мачты 40 метров. Вот, видите, такие домики симпатичные. Вот. Так вот. Видите, пляж, причалы. Такая вот красота. Видите?
как, да? Очень красиво. Там что там, мачта не вижу. Мачта, не мачта. Тут тоже неизвестно, какого размера эти мачты. О, как красивенько, да? Яхточки. Смотрите, какие яхточки красивые. У кого-то яхточка побольше. Большая у кого-то стоит, у кого-то поменьше. Вот так вот живешь. Есть свой пляж, своя яхточка. Взял, пошел, вышел в океан. Рыбки наловил, пожарил. Сказка, правда? Так, сколько у меня там? 35. Сейчас пищать начнет. Ладно. Давайте-ка мы с вами полетим обратно. Опущу камеру вниз, потому что если смотреть на солнце, то не показывает дома, там ничего не видно. Кстати, где-то рядом я тут. Так, эти пальмы. Понасажает же вот пальма. А, вон там внизу, наверное, мой Мерседес, да? Нет? Мой, не мой. А где мой Мерседес? Угнали? А, это не здесь, это правее или левее. Кто помнит? Где я, налево или направо? Наверное, направо. Направо, 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 направо. Да? Где у нас Elementary School? Кто запомнил? Наверное, направо. А, вон поле. Да, вон там я сижу. На вас гляжу. Угу. Да, да, да. Вот так вот. Я вам показала остров уже на целых 17 минут. На целых 17 минут. Так, пора спускаться. Что он у меня крутится? А, вот народ, видите, гуляет. Где он у меня? А, вон он у меня. Так, мне нужно... Давайте я разверну вам на дорогу, чтобы сесть. Вот вам такой вид на прощание. Так. Я забыла, что у меня же здесь еще видео пишется. Звук пишется. Все. Сели.